Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня с вами вопрос о результатах и о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности. Но прежде, конечно, несколько актуальных и важных текущих вопросов. И первый из них – это о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич, я вас просил заняться этим вплотную, зная, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, во исполнении вашего поручения, Владимир Владимирович, сформирована правительственная комиссия под моим руководством для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. Непосредственно на месте чрезвычайной ситуации развернут федеральный оперативный штаб под руководством министра МЧС России Куренкова Александра Вячеславовича. Он на ежедневной основе координирует работу по ликвидации последствий аварии в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе. Суточные сводки от МЧС, Минприроды и Минтранса поступают ежедневно до 9 утра. Решением правительственной комиссии утвержден межведомственный план действий. Ход его реализации контролируется в рамках заседаний правительственной комиссии на площадке Координационного центра правительства. Совместно с членами правительственной комиссии 15 января посетили Краснодарский край. На месте оценили обстановку в зоне чрезвычайной ситуации, встретились с волонтерами и провели совещание на площадке регионального оперативного штаба в Анапе. Несколько слов о ситуации на месте. Кормовая часть танкера «Волга-нефть-239» расположена на мели в районе мыса Панагия. Вокруг нее были установлены боны, чтобы не допустить дальнейшего разлива. Для удаления мазута мы проложили к кормовой части танкера подъездную дорогу около 400 метров. В прошлую пятницу мы также завершили обвалование кормовой части танкера. Фактически создали вокруг кормовой части танкера «Волга-нефть-239» защитное гидротехническое сооружение. В воскресенье 19 января начали откачку мазута из танка «Волга-нефть-239». Всего в 4 танках кормовой части судна находится около 1400 тонн мазута. Мазут вывозили бетумовозами, далее перегружали в цистерны и доставляем железнодорожным транспортом в места утилизации. По состоянию на сегодня, на 8 утра, уже откачано свыше 1100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе. Одновременно работаем экскаватором и вычерпываем мазутосодержащую смесь. Также организован ее вывоз с места дислокации. Далее приступаем к демонтажу кормовой части танкера на месте и ее последующей транспортировке к месту утилизации. Для подъема затонувших фрагментов танкеров носовой части «Волга-нефть-239», а также носовой и кормовой частей «Волга-нефть-212» разрабатывается проект подъема. Вопросы подъема и утилизации затонувших судов находятся на особом контроле у министра транспорта России Романа Владимировича Старовойта. Осуществляем постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. В очистке задействовано более 5000 человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств. Основные очаги выброса мазута на берег устранены. Новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Собрано более 170 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Большую помощь в работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации нам оказывают волонтеры. Сегодня в качестве волонтеров задействовано порядка 700 человек. В ходе рабочей поездки встретились с представителями волонтерских объединений. Участники встречи отметили наличие всех необходимых для работы материально-технических средств, организацию размещения питания.
Хочу от себя лично и от моих коллег выразить волонтерам искреннюю благодарность за их работу. В утилизации загрязненного песка и грунта задействованы 7 организаций. У них есть все необходимые разрешения и лицензии. Контроль проведения работ осуществляется министром природных ресурсов и экологии Козловым Александром Александровичем. Для спасения животных и птиц организована работа 18 пунктов в зоне ЧС. Спасение птиц и животных также находится на контроле у министра природных ресурсов Александра Козлова. Лабораториями Роспотребнадзора в ежедневном режиме осуществляется контроль качества атмосферного воздуха, воды, почвы, а также безопасности рыбы и рыбной продукции. Большую поддержку в поиске решений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации нам оказывает научное и экспертное сообщество. Данная работа организована под руководством министра науки и высшего образования России Фалькова Валерия Николаевича. Содействие в организации бесперебойной связи на месте ЧС и мониторинг информационного поля обеспечивает министр цифрового развития и связи и массовых коммуникаций Максут Игоревич Шадаев. Уважаемый Владимир Владимирович, организована системная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Контроль работ выполняется ежедневно. Завтра с членами комиссии вылетаем на место ЧС Краснодарский край, где осмотрим на месте все объекты и проведем совещание. По итогам поездки я вам доложу. Благодарю за внимание. Доклад закончен. Да, спасибо. Вот я тоже хотел бы послушать и Куренкова Александра Вячеславовича, Козлова Александра Александровича, и Старовойта Романа Владимировича. Коротко ваши комментарии к тому, что было сказано вице-премьером. Пожалуйста. Есть, Владимир. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению непосредственно на месте чрезвычайной ситуации в городе Анапе работает оперативный штаб правительственной комиссии. Его деятельность организована в круглосуточном режиме. Общая координация работы осуществляется МЧС России. В его состав вошли должностные лица из числа руководящего состава федеральных органов исполнительной власти и органов власти пострадавших субъектов, а также представители научных организаций. Оперативным штабом координируются процессы межведомственного взаимодействия, а также осуществляется сбор поступающих данных. После их обработки специалистами Национального центра управления в кризисных ситуациях аналитические материалы предоставляются всем заинтересованным ведомствам для оценки обстановки и принятия решений. Возникающие проблемные вопросы рассматриваются на ежедневных заседаниях оперативного штаба, где незамедлительно осуществляется выработка требующих решений. Во взаимодействии с Минобороны России организован ежедневный мониторинг зоны чрезвычайной ситуации с применением беспилотных авиационных систем. В готовности находятся воздушные суда МЧС России. В круглосуточном режиме ведутся работы по выявлению и устранению очагов загрязнения на пляжах Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя. В этих субъектах по-прежнему фиксируются единичные незначительные выбросы нефтепродуктов на береговую линию. Работа по их сбору и вывозу отлажена и находится на контроле оперативного штаба. Уважаемый Владимир Владимирович, как отметил Виталий Геннадьевич Савельев, параллельно ведется анализ возможных сценариев подъема частей затонувших танкеров «Волганефть-212» и носовой части «Волганефть-239». Особое внимание уделяется компенсирующим мерам, которые позволят не допустить распространения мазута при выполнении этих операций. Продолжаются подводные работы по обследованию частей затонувших судов, в том числе с целью оценки рисков, которые возможны при их подъеме. Все полученные данные в режиме реального времени передаются в оперативный штаб. В ходе этих мероприятий сотрудниками водолазных подразделений МЧС России и Морспослужбы были отмечены скопления мазута на дне и также в толще воды. Окончательный путь решения по их сбору еще предстоит определить. В рамках нашей работы с научным сообществом, учеными Курчатовского института были представлены ряд решений, которые возможно реализовать в короткий срок за счет хорошо освоенных нашей промышленностью технологий и материалов. После детального анализа и апробации этих предложений они будут вынесены на рассмотрение правительственной комиссии. Также под эгидой Миноборнауки России ведется разработка системы долгосрочного мониторинга экологической обстановки в акватории Черного моря. Обстановка находится на особом контроле. Работу продолжаем. Доклад окончен. Спасибо. Александр Александрович, пожалуйста, Козлов. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. По предохранной линии у нас 4 направления. Утилизация загрязненного песка и мазута из воды,
помощь пострадавшим животным, расчет и предъявление экологического ущерба и восстановление пляжей. По первому направлению. В Анапе на площадку временного хранения доставлено 131 тысяча тонн замазученного грунта. Сейчас на месте запустили установку для просеивания, чистим песок от мелких фракций мазута и тем самым снижаем объем отходов, которые отправятся на утилизацию. Для утилизации определили 2 места, вывозить уже начали, и наша задача до конца марта закончить эту работу. В Крыму и Севастополе объемы выбросов существенно ниже. На утилизацию суммарно собрано 747 тонн загрязненного грунта. Вывозят также на площадку утилизаторов их 2. Мазут у кормы танкера «Волганефть-239», который стоит на мели у Краснодарского берега, собираем и грузим в специальные полувагоны и отправляем по железной дороге к местам утилизации. Их у нас 2. 13 вагонов уже ушли, и с ними работает утилизатор. Вторая партия груза, 10 вагонов, отправится завтра, 24 января. Будет еще 3-я партия из 15 вагонов. И также ждем решения от коллег, будет ли подъем 3 затонувших частей танкеров или откачка мазута. Но в любом случае для нас важно быть готовыми на случай форс-мажора, то есть места временного хранения и утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциально новую партию отходов. Контракты на утилизацию идут с поэтапной оплатой по факту утилизации, и мы договорились с теми, кто будет распоряжаться государственными деньгами, и с самими утилизаторами встречались, что везде должно быть финансовое казначейское сопровождение и в последующем проверка счетной палаты и коллегами из Генпрокуратуры. Буквально сегодня на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы. Компенсация покроет затраты на проведение аварийно-спасательной работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку, хранение и обезвреживание. Продолжают работать на месте ученые, которые занимаются внедрением новых практик по удалению мазута из песка и воды. Сейчас, например, подбирают сорбенты для важного для нас блока, это отвержение мазута в воде. Это нам понадобится при более плюсовых температурах. Сейчас нам помогает лично Ирина Васильевна Перминова, это профессор, доктор химических наук, заведующая химфага МГУ. И ждем результатов от них к 15 февраля, надеюсь, они будут положительные. Второе направление – это помощь животным. В основном от мазута пострадали птицы, и за 39 дней, что мазут выбрасывает на пляже Краснодарского края и Крыма, обнаружены пернатые, которые находились в разном состоянии. Для спасения организованы пункты, где их отмывают, дают лекарства и потом перевозят в центры реабилитации. Не все птицы переносят воздействие мазута и гибнут. Но ветеринары, орнитологи и волонтеры приложили максимальные усилия, чтобы помочь всем. Огромная благодарность каждому. Дельфины. На сегодня обнаружено 49 погибших особей. Основная задача, которая стоит перед биологами, точно определить причины гибели. До того, как в Керченском проливе начнется миграция китообразных, а это март, ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом. В нее входит Иран, Ивниро, Московский зоопарк. Третье. Экологический ущерб. Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам мы назовем только после ликвидации всех выбросов аварии. Потому что Росприроднадзор рассчитывает ущерб на основе данных о фактическом загрязнении окружающей среды, а региональные власти по количеству и видовому составу животного мира, который пострадал. Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение 3 месяцев. Также считаю важным отметить, что мы тесно работаем с природоохранным блоком Генеральной прокуратуры и коллегами на местах. Коллеги сопровождают все те этапы, которые я перечислил. И 4-е направление работы – это восстановление пляжей. Окончательные цифры площади восстановления можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута, и он будет убран с побережья. Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно это 280 гектаров. Объем чистого нового песка, который нам потребуется, порядка 840 тысяч кубов, и при высоте толщины покрытия песка где-то 20 сантиметров дополнительно. То есть почти в 4 раза больше, чем мы вывезли, но цифра обусловлена тем, что мы ставим задачу сделать пляж еще лучше, чем он был, для того, чтобы люди, которые приедут потом отдыхать, это оценили. Приоритетное место для забора – это 3 месторождения кварцевого песка около Анапы. Мы выбирали по логистике, качеству песка и запасам.
И очень важно, хотелось бы об этом сказать, песок, который проходит сейчас очистку и пойдет к утилизаторам, он обратно на пляже не повезется. Он будет востребован в других отраслях, но на пляж мы повезем чистый кварцевый песок. Краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Кроме этого, планируем предусмотреть инженерную защиту пляжей, чтобы берег не смывало. ПСД, которое мы планируем сделать вместе с краевой властью городом Анапы, должно быть сделано до 1 сентября. Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в 4-м квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье, пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим. Спасибо за внимание, доклад закончен. Спасибо. Александр Александрович, вы сказали про миграцию китообразных. А это что за китообразные и куда они мигрируют-то? Куда? По Черному морю? Владимир Ильич, это касается дельфинов, они называются как из породы китообразных, у них в марте на этой локации происходит миграция. И мы взяли статистику за прошлые года, 2 года и 5 лет назад дельфины также умирали, и их выбрасывало на берег. И вот наша задача сейчас с биологами, проведя вскрытие, разобраться все-таки, что являлось причиной. Для биологов это очень важно в преддверии будущей миграции. Спасибо. Спасибо. Старовой, пожалуйста, Роман Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, докладываю в дополнение к информации, озвученной коллегами Виталием Геннадьевичем Савельевым. Сразу после кораблекрушения с 15 декабря Минтрансом России нарастающим итогом сформирована группировка из 28 судов и 112 членов экипажей, в том числе 20 водолазов для постоянного мониторинга акватории и дна Черного и Азовского моря. Всего на сегодня обследована акватория площадью 3425 квадратных километров. Обработана сорбентом площадь 44 квадратных километра, для чего использовано 8200 тонн биосорбента. Собрано и утилизировано 2270 тонн мазутосодержащей жидкости. Отмечу, что с конца декабря в течение 2 недель, включая новогодние праздники, в ежедневном режиме проводились работы по восстановлению всех судовых систем и агрегатов кормовой части «Волга-нефть-239», находящейся на мели. После завершения 17 января обвалования кормовой части танкера проводятся мероприятия по укреплению дамбы на постоянной основе. Прогрев мазута начат 16 января. За время его прогрева смонтировали труболинии и подготовили устройство выдачи. С 19 января, после достижения необходимой температуры мазута, началась его выгрузка. Откачано, как уже Виталий Геннадьевич сказал, уже 77% мазута, 1100 тонн из 1409 тонн, находящихся на борту. Вывоз откачанного мазута осуществляется битумовозами. Завершить откачку мазута с кормовой части планируем до конца января, до пятницы следующей недели. На железной дороге сформирован достаточный парк цистерн, куда с битумовозов перегружается в герметичном варианте мазут. Также Морспасслужбой заключен договор на утилизацию нефтесодержащей смеси, собранной с акватории. Первая партия вагонов отправлена 21 января, вторая партия в количестве 25 вагонов планируется к поэтапной отправке, начиная с завтрашнего дня. Регулярно лично выезжая на место катастрофы на постоянной основе, там находится мой заместитель и руководитель Росморречфлота, Росморпорта и Морспасслужбы. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Виталий Геннадьевич, у меня просьба несколько вопросов рассмотреть отдельно, уделить им отдельное внимание. А что имеется в виду? Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов. Нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий. Ясно, что эта работа комплексная, она затрагивает сразу деятельность целого ряда ведомств.
Ну, вот вам с позиции заместителя председателя правительства и будет сделать это с руки, что называется. Поэтому вот я прошу все это организовать, а потом отдельно доложить по каждому из названных мною, по каждой из названных мною позиций. Хорошо? Принято. Хорошо. Спасибо. Ирак Анварович, я просил вас в свое время взять на особый контроль обеспечения жильем граждан, пострадавших от весенних паводков еще. И у нас были определенные графики там составлены. Что сделано на этом направлении? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. По вашему поручению с апреля совместно с МЧС велась активная работа по ликвидации последствий паводков. Гражданам произведены выплаты за поврежденное и полностью утраченное жилье, а также осуществлено строительство новых домов. По Оренбургской области у нас всего оказалось подтоплено 28 145 домов, 3487 из них признаны утраченными в результате работы комиссии, и 18 363 дома пошли у нас на капремонт. Для пострадавших в городе Орске организовано строительство более 1000 квартир. Это 2 многоквартирных дома на 788 квартир и индивидуальные дома на 264 для 264 семей. То есть то, что люди просили, под эту задачу и выполняем. На сегодняшний день индивидуальные дома построены, осуществляется их передача. Часть семей уже заселилась в жилье, и остальные занимаются обустройством. 2 жилых дома на стадии стройки. Один завершим маем, и второй постараемся ввести в сентябре месяце. Также выданы сертификаты и осуществлена покупка готовых квартир для 1789 семей. Еще 919 семей получили сертификаты. В части поврежденных квартир обеспечили выплаты на проведение капитального ремонта и помогли региональные муниципальные власти осуществить работу для 14 759 семей. Также по вашему поручению, Владимир Владимирович, внесены изменения в федеральные правила по выплатам за утраченное и поврежденное жилье, отменены ограничения по выплатам гражданам при наличии у них собственности доли на иное жилье в размере не более 18 метров квадратных на каждого члена семьи. Увеличена стоимость капитального ремонта с 7 тысяч до 9 тысяч рублей за квадратный метр. Также восстановили 221 объект жилищно-коммунального хозяйства, 1 набережную и 2 парка, и провели капитальный ремонт подъездов в 74 многоквартирных домах. Также ремонтные работы осуществлялись в больницах, школах, садиках и других учреждениях. Всего по Оренбургской области было выделено из федерального бюджета более 18 миллиардов рублей. По Курганской области 41 семья приобрела новое жилье, и 419 семей получили выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилья. По Тюменской области за утрату жилья произведены выплаты для 100 пострадавших семей, и 242 семьи получили средства на капитальный ремонт. Работы здесь тоже выполнены. По Омской области за утрату жилья получили 57 семей средства, и капитальный ремонт осуществлен для квартир 187 2 семей. Саха-Якутия выплачено за утрату жилья 734 семьям, и приобрели из них 53 жилье. Значит, работа здесь у нас продолжается. Восстановление, Владимир Владимирович, и ремонт, меры поддержки ведется совместно с регионами, совместно с МЧС во взаимодействии с жителями. Работу по обеспечению жильем продолжаем и постоянно на контроле. И с выездом во все эти регионы. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Хорошо. Денис Владимирович, как ситуация в Оренбургской области? Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте, члены правительства. Владимир Ильич, хочу поблагодарить вас от имени всех жителей Оренбургской области за принятые решения по индексации всех выплат и социальных, и связанных с восстановлением жилья, а также за расширение списка получателей помощи от государства. Это знаковое решение для всей страны, и, конечно, огромное спасибо вас за поддержку.
Эрик Иванович уже рассказал о результатах строительства. Я бы хотел чуть-чуть расширить. Инженерная инфраструктура во всех пострадавших территориях области восстановлена. Отопительный сезон в регионе начался в строгом соответствии с регламентом и проходит в штатном режиме. Особое внимание обращу на 60 социальных объектов, 39 полностью восстановлены, 14 завершаем работу по двухлетним контрактам в этом году. Ну и хочу подчеркнуть, что все организации продолжают деятельность, специалисты и дети учреждений, конечно же, перераспределены и работают на новых площадях. 6 объектов, я вам отдельно докладывал, да, по детским лагерям, они полностью не подлежат восстановлению. Владимир Ильич, коротко доложу о выплатах. 100% поступивших заявлений на капремонт рассмотрено. Выплаты получили более 20 тысяч пострадавших на общую сумму 12,8 миллиардов рублей. До всех жителей, имеющих право на выплату, деньги доведены в полном объеме с учетом индексации. По компенсации за утраченное жилье отработано 99,6% поступивших заявок, почти 4,5 тысяч человек получили свидетельство на утрату жилья на общую сумму 8,5 миллиардов рублей. Владимир Ильич, мы обсуждали с вами необходимость адресного подхода к помощи пострадавшим от паводка. По вашему поручению мы приняли решение о региональных выплатах наиболее уязвимых категориях граждан, которые имеют иное жилье площадью более 18 квадратных метров. Это многодетные семьи, участники СВО их семьи, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры и другие льготные категории. Все поданные на сегодняшний день заявления от этих категорий рассмотрены. Деньги выплачены как на проведение капитального ремонта, так и выданы 100% свидетельств на новое жилье. Это более 2000, соответственно, человек. И продолжаем эту работу. Еще одна региональная мера, которую также вы просили обратить внимание, это дачники, садоводы СНТ. Хочу доложить, что 10 тысяч дачников, соответственно, выплаты мы осуществили. Ну и также региональная мера, мы до полугода, соответственно, выплачивали аренду жилья жителям, соответственно, которые на этот период ремонта и восстановления, соответственно, утратили. Социальные выплаты были назначены более 390 тысяч граждан, пострадавших в ЧС. 100% получили основную выплату. 90% индексации получили. В ближайшие дни ждем средства федерального бюджета и в течение 3 дней сразу же, соответственно, доотправим жителям. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас, Кабинет министров, отдельно правительственную комиссию во главе с Александром Вячеславовичем Куренковым за поддержку, постоянное взаимодействие и внимание, которое уделяете региону и оренбуржцам, Эрика Анваровича Файзуллина, Антона Германовича Силуанова за оперативное принятие важных решений для жителей региона. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Максим Станиславович, подготовьте соответствующее поручение за моей подписью контрольному управлению президента и при поддержке Генеральной прокуратуры попрошу провести соответствующую проверку того, как идет работа по этому направлению, по вопросу, который мы сейчас обсуждали, и доложить мне их видение того, что там реально происходит в жизни. Договорились? Есть. Хорошо. Хочу, чтобы и Эрик Анварович, и губернатор отнеслись к этому с пониманием. Дело не в каком-то недоверии. Дело в том, что информация должна поступать из разных источников. И я хочу увидеть оценку со стороны контрольного управления и Генеральной прокуратуры. Еще один вопрос. Мы обсуждали с вами вчера, с некоторыми из коллег обсуждали вчера ряд социальных вопросов в ходе совещания по экономическим вопросам. И договорились сегодня продолжить эту работу по социальным пособиям, по различным выплатам социального характера. Знаю, что у правительства есть предложения, подготовленные уже предложения. Пожалуйста, Антон Олегович Котяков. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой неделе, 15 января, Росстат обнародовал данные фактической инфляции за 2024 год. По итогам года она составила 9,5%.
С января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. И по вашему поручению будет обеспечена доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. С учетом задачи, которую вы поставили вчера, Социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсий. Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц. Средства будут зачислены будут предоставлены гражданам по обычному графику доставки с 3 по 25 число месяца. То есть каждый пенсионер получит увеличенную выплату в привычное для него время. Необходимые для этого документы подготовлены уже и внесены в правительство. Кроме того, с 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. И соответствующее постановление также подготовлено и внесено в правительство. Отмечу, что с этого года перечень выплат, увеличиваемых по уровню фактической инфляции, расширился. По вашему поручению, Владимир Владимирович, ежегодной индексации подлежат теперь и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. И здесь позвольте вас поблагодарить за решение распространить выплату в 10 тысяч рублей на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком. Теперь бабушки, дедушки, старшие братья, сестры, ну и другие граждане, которые фактически осуществляют уход за особенным ребенком, смогут обратиться в социальный фонд и получить повышенную ежемесячную выплату. Напомню, что с 1 февраля ее размер составит 10 950 рублей ежемесячно. А прежде для такой категории лиц, осуществляющих уход, она составляла всего 1200 рублей. Также среди индексируемых с 1 февраля пособий ежемесячные денежные выплаты, которые предусмотрена также индексация ежемесячных денежных выплат, которые предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующих в специальной военной операции, гражданам, пострадавших от радиации, и гражданам с инвалидностью. Ежемесячно ЕДВ в нашей стране получает 15,5 миллионов человек. Увеличатся и выплаты для семей с детьми. Например, единовременные пособия при рождении ребенка после индексации составят почти 27 тысяч рублей. Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в текущем году. С 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго семья, которая ранее была оформлена сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу же сможет получить полную сумму материнского сертификата в объеме 912 тысяч рублей. Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителем в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. И даже если у родителя осталась часть средств на счете в социальном фонде, она также будет проиндексирована, то есть остаток средств будет увеличен на соответствующий индекс. Наряду с выплатами, которые индексируются по уровню инфляции, есть ряд мер поддержки, размер которых зависит от прожиточного минимума. Напомню, прожиточный минимум в этом году установлен в соответствии с соотношением с медианными доходами граждан и увеличится в среднем по стране на 14,8%. Соответственно, все связанные с ним пособия повышаются пропорционально росту регионального прожиточного минимума. Это выплаты единого пособия, которое сегодня назначено более чем 10 миллионов, на более чем 10 миллионов детей. Это социальные доплаты к пенсиям, это выплата на детей до 3 лет из средств материнского капитала, ну и ряд других мер социальной поддержки. Увеличение будет произведено автоматически, подавать заявление не требуется, и выплаты за январь уже придут в увеличенном размере по стандартному графику, к которому привыкли наши граждане. Уважаемый Владимир Владимирович, доклад закончен. Спасибо. Да, Антон Ильич, правильно понимаю, да, что пособия на уровень роста прожиточного минимума, вы их перечислили, будут повышены на 14,8%. Если за минусом инфляции, да, то реальное повышение будет на 5,3%.
Да, Владимир Владимирович, так и есть, но 14,8% это в среднем по стране. В разных субъектах прожиточный минимум, региональный прожиточный минимум растет по-разному, соответственно, в этих субъектах будет посчитан соответствующий индекс. Хорошо, понятно. Антон Германович, есть что добавить к этому? Я так понимаю, что все согласовано у вас? Да, Владимир Владимирович, у нас необходимые ресурсы определены. Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и военных пенсий, пенсий военных пенсионеров, поручение, которое вы дали вчера, составляет около 300 миллиардов рублей. Деньги будут определены за счет бюджета социального фонда и за счет федерального бюджета. Так что ресурсами решение обеспечено. Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем к вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Григоренко, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович. Правительство проводит большую работу по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортной деловой среды. Эта работа проводится по вашему поручению с 2019 года, и одним из важнейших направлений этой работы является реформа контрольно-надзорной деятельности, то есть реформа проведения проверок. Работа ведется по 3 направлениям. Первое – это актуализация действующих норм и правил, которые, собственно говоря, и проверяются. Второе – это упрощение и прозрачность самой процедуры проверки. Ну и третье – это сборы и реагирование обратной связи предпринимателей, как они вообще к этому относятся. Первое, что мы сделали, мы с бизнесом проанализировали все нормы и правила существующие, которые подлежат применению при ведении предпринимательской деятельности. Их оказалось чуть более 300 тысяч. И мы их актуализировали, там порядка 45%, чуть больше 140 тысяч норм и правил были отменены, как избыточные, либо дублирующие. Остальное все актуализировано. Во-вторых, мы на законодательном уровне приняли 248-й федеральный закон о госконтроле, важный закон, в котором мы стандартизировали и унифицировали процедуру проверки. Это очень важно. Почему? Потому что теперь все надзорные органы, все контролеры проводят проверку по одинаковым правилам. То есть мы исключили ситуации, когда приходят разные проверяющие и по-разному проверяют. Третье – это законодательно установили на законодательном уровне, тоже было отдельно ваше поручение, что все проверки, плановые, внеплановые, согласовываются с органами прокуратуры. И здесь у нас очень плотное взаимодействие с Игорем Викторовичем Красновым. Ну и в-четвертых, мы оцифровали всю процедуру проверки от начала до конца. Проверку невозможно провести, не отразив информацию как о самой проверке, так и ее результатах в информационной системе. И эта информационная система интегрирована тоже с системой Генеральной прокуратуры. Коллеги все видят, это очень важно для нас. Ну и главным изменением стало обязательное применение рискоориентированного подхода при назначении проверок. Мы это закрепили тоже на законодательном уровне. Что это значит? Это значит, что проверка назначается теперь только тогда, когда есть информация о возможном нарушении законодательства. Если такой информации нет, проверка не назначается, то есть меняется коренным образом смысл проверки. Если раньше зачастую были проверки, которые назначались и потом в ходе проверки искали нарушения, то сейчас, если заранее контрольный орган не знает или у него отсутствует информация о возможном нарушении, которое нельзя предотвратить никак, кроме как проведением проверки, проверка не может быть назначена. Ну, соответственно, как результат у нас уже сейчас резкое сокращение безосновательных проверок. Так, если в прошлом году при проведении внеплановых проверок у нас доля нарушений была порядка 65%, то в этом году этот показатель составляет чуть менее 90%. То есть у нас очень мало проверок, которые проводятся ради проверок. Как следствие, сократилось и общее количество проверок почти в 4 раза, если сравнивать с 2019 годом. В 2019 году было порядка 1,5 миллиона проверок. Ну, допустим, по итогам 2024 года эта цифра составляет 391 тысячу проверок. Ну и отдельно я отмечу важный вопрос. У нас 31 декабря прошлого года закончилось действие моратория на проведение проверок. Бизнес очень сильно переживал по этому поводу, но
И этот мораторий действовал с 2022 года как защитная мера для бизнеса от санкционного давления на экономику. Суть моратория сводилась к тому, что действовал запрет на проведение всех проверок, за исключением проверок по рискоориентированному подходу, о котором я только что сказал, и за исключением проверок объектов высокого чрезвычайного риска, чрезвычайно высокого риска, это электростанции, химическая промышленность, и так далее. И, соответственно, проверки можно было проводить, естественно, только по согласованию с прокуратурой. Вот мы в конце прошлого года, 28 декабря прошлого года, 540-й федеральный закон вышел, в котором мы вот эти положения моратория законодательно закрепили, потому что эти нормы оказались очень такими удачными и очень качественными. И теперь у нас с 2025 года, вот то, что правила действовали в период моратория, мы фактически на законодательном уровне теперь на постоянной основе с ними живем. Здесь отдельное спасибо Генеральной прокуратуре и лично Игорю Викторовичу Краснову. Вот он этим тоже вопросом занимался, сильно нам помогал. Соответственно, все задачи, что мы ставили на 2024 год, мы выполнили. У нас в приоритетах на 2025 год сейчас обозначено два вопроса, две темы. Первое – это дальнейшее развитие системы обратной связи. У нас уже несколько лет на портале госуслуг действует сервис досудебного обжалования. Любой предприниматель может буквально в 3 клика пожаловаться на контролера от процедуры до результатов проверки. Очень удобно, сделано в формате сервиса. Вот мы постоянно его совершенствуем. Запрос очень простой у бизнеса – сделать все проще и удобнее и проще. Вот мы упрощаем и упрощаем. В том числе и сокращая, кстати, сроки рассмотрения этих жалоб. А второе направление – это тоже запрос у бизнеса очень большой на внедрение дистанционных форм контроля. Что это значит? Дистанционный контроль – это проведение проверки через мобильное приложение, то есть, используя видеосвязь или цифровое фото, проводится проверка. То есть в ходе дистанционной проверки предприниматель показывает свое помещение по видеосвязи или предоставляет необходимые фото или видео. Это очень удобно и контролерам, и предпринимателям, естественно. И при этом и контролеры, и предприниматели здесь экономят и время, и деньги. И вот у нас в прошлом году был запущен пилотный проект на такие проверки или эксперимент, как мы его называем. 7 федеральных органов исполнительной власти в эксперименте принимают участие. Для этого мы специально разработали и запустили мобильное приложение с не очень таким оригинальным названием «Инспектор», но зато работает очень хорошо. Проведено чуть менее 3000 проверок дистанционных в 2024 году, и мы планируем в 2025 году расширить область применения дистанционного контроля, как показавшую свою большую эффективность. Сейчас для нас это приоритетная задача. Просьба поддержать. Доклад закончен. Хорошо, спасибо большое. Игорь Викторович Краснов, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, в текущем году у нас исполняется уже 5 лет со дня вступления в силу закона, установившего новые принципы осуществления контрольно-надзорной деятельности. Его концептуальной идеей стал отказ от карательной модели в пользу профилактики нарушений. Однако в условиях, когда большинство контролирующих органов долгие годы считали мерилом работы именно количество проведенных проверок и сумму наложенных штрафов, решение этой задачи действительно было непростым. Поэтому мы принципиально действуем в 2 направлениях. Исходя из презумпции добросовестности бизнеса, осуществляем надзорное сопровождение реформы и на основе соответствующей правоприменительной практики вносим предложение о совершенствовании правового регулирования. По вашему, Владимир Владимирович, поручению мы на системной основе проводим мониторинг применения закона. По его результатам поддержаны наши инициативы и установлена административная ответственность должностных лиц за нарушение закона о госконтроле. Ограничены полномочия полиции на возбуждение уголовных дел с подменой функций контролирующих ведомств. И в полной мере реализован режим правовой защиты резидентов территорий с преференциальными экономическими режимами, где плановые проверки на законодательном уровне заменены профилактическими визитами. Именно вот здесь вот важно подчеркнуть, что многие из отмеченных инициатив, они основаны на понимании проблем и потребностей нашего бизнеса, что называется, изнутри. Прямой диалог прокуроров с представителями предпринимательского сообщества, по сути, не прекращается. Еженедельно с ними, с участием представителей публичной власти,
банков, контролирующих органов, встречаются руководители региональных прокуратур. Не реже 2 раз в год я провожу личный прием предпринимателей с выездом в регионы. Встречаюсь с бизнесменами на полях Петербургского и Восточного экономических форумов. Вот. В целях повышения ответственности подчиненных полномочия о согласовании абсолютно всех проверок мною передано с районного на уровень прокуратур субъектов. Заметные для бизнеса результаты, безусловно, есть. Например, при рассмотрении проектов планов на текущий год прокурорами санкционировано проведение лишь 36 тысяч проверок. Это из 137 тысяч предложенных, что в 12 раз меньше, чем в 2019 допандемийном году. Тогда было согласовано порядка 500 000 предложений. Примечательно, что 31 федеральный и все региональные органы контроля совокупно внесли предложения меньше, чем один Роспотребнадзор. При этом правовых оснований для внесения, тем более согласования значительного количества предложений данного ведомства заведомо не имелось. В результате их отклонено 50 из 69 тысяч. Некоторые из них просто абсурдны. Например, управлением Роспотребнадзора по республике Алтай была запланирована выездная проверка соблюдения в придорожном кафе санитарных требований, которые у нас предъявляются к домам престарелым и опасным производством. Официальные представители Роспотребнадзора нередко в публичном поле увязывают случаи массового отравления людей с невозможностью проведения проверок. Я уже об этом неоднократно говорил, что никакой причинно-следственной связи здесь нет. По всем таким фактам возбуждались уголовные дела, и расследование в этих уголовных дел показало, однозначно свидетельствует о своевременно неустраненных проявлениях коррупции, а также непрофессионализме и равнодушии чиновников. Поэтому даже круглосуточный тотальный контроль при таких обстоятельствах не может быть эффективным. По нашим требованиям в соответствии с законом приведены ведомственные правовые акты Росаккредитации Роскомнадзором, которыми фактически позволяли проводить проверки под видом иных форм взаимодействия с хозяйствующими субъектами. По аналогичным основаниям скорректированы и утвержденные приказами Минтруда, Минобрнауки и Минкультуры, не отвечавшие установленным процедурам госконтроля, порядке независимой оценки качества оказания услуг в сферах образования и культуры, а также социального обслуживания. К числу других пресеченных прокурорами нарушений относится утрата актуальности ведомственных актов, осуществление контроля в отношении некатегорированных объектов, а также попытки расширения предмета проверок и выбор более обременительного для предпринимателя вида взаимодействия. Аналогичная картина наблюдается и при согласовании внеплановых визитов. В прошлом году согласована лишь каждая 3-я заявка контролеров, что позволило предупредить незаконные проверки более 84 тысяч хозяйствующих субъектов. При этом количество предложений о согласовании внеплановых мероприятий увеличилось почти на треть, что в первую очередь вызвано возросшим в 2,5 раза числом индикаторов риска со 187 до 468. С этим мы оперативно разобрались, и те из них, которые были установлены в регионах произвольно, по моему поручению уже отменены, а остальные скорректированы в защиту прав проверяемых. Введенный правительством в 2022 году запрет на определенные виды проверок, я считаю, убедительно продемонстрировал, что общественная безопасность, качество товаров, услуг, особенно в сферах с низким риском, вполне могут быть обеспечены и без постоянного взаимодействия с контролирующих органов с бизнесом. И данная, в целом позитивная практика стала для нас весомым поводом для инициирования поддержанных вами, Владимир Владимирович, предложений о законодательном закреплении ограничений на проверки после отмены моратория. Соответствующие положения включены в закон о госконтроле. Так, в качестве основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий предусмотрены непосредственный характер угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям и тяжесть его негативных последствий. Значительно расширена возможность применения профилактических визитов в качестве альтернативы плановым контрольным мероприятиям. При этом результаты таких визитов могут учитываться и при категорировании объектов.
Существенно повышена роль прокурорского фильтра контрольно-надзорной деятельности. Механизм согласования с прокурором расширен на внеплановые документарные проверки и контроль за исполнением ранее выданных предписаний, как поводов для визита проверяющих к предпринимателю. Внедрен институт заключения соглашения между уполномоченным органом и хозяйствующим субъектом о надлежащем устранении выявленных нарушений. В целях повышения прозрачности и исключения коррупционных рисков эта процедура предусматривает согласование с прокурором. В настоящее время для полноценной реализации данных законодательных новелл с нашим непосредственным участием происходит подготовка уполномоченными органами необходимых подзаконных актов. Мы, безусловно, Владимир Владимирович, впредь будем принимать все необходимые меры для формирования благоприятного делового климата, обеспечения баланса интересов бизнеса, государства и общества. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, которые мы планировали рассмотреть в ходе сегодняшнего совещания, исчерпаны. Если есть что-то, на что вы хотели бы особо обратить внимание, пожалуйста. Все? Спасибо. Игорь Викторович, мною подписан кадровый указ. Он дошел до вас уже? Так точно, Владимир Владимирович. Благодарю за доверие. Буду работать в интересах нашего общества, страны и людей. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Все, тогда я хочу всех поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу. Вопросы мы рассматривали важные, и текущие, кстати, очень важные вопросы. Ну и тот, который обозначен в качестве основного, надеюсь, что эта работа будет продолжаться. Это, что касается контрольной, надзорной деятельности, она должна быть на высоком уровне, должна осуществляться с помощью современных технических средств, об этом тоже говорили, должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью и со стороны государства, со стороны любых, в том числе коммерческих структур, но не должна ограничивать свободу. Вот, не должна быть забюрократизированной и мешать развитию. Ну, вот мы по этому пути стараемся идти на протяжении уже многих лет. Надеюсь, так и сохраним этот вектор развития этого вида деятельности. Спасибо большое, всего хорошего.